посмотрим, что здесь. Прямо под корень. Полностью тут обкопал его, обрыхлил мне его. В общем, со всего участка вот нашел целые такие вот 3 ягодки. Всем привет! 23 июля 2022 года. Сейчас я буду, наверное, проводить последнюю химобработку от болезней. Я подготовил ревус плюс скор, либо топсин еще не придумал. Кто хочет сделать ревус топ, ревус плюс скор, это получится у вас ревус топ. Или сами смешайте. Значит, в чем разница? У ревуса сроки ожидания до сбора урожая 2 недели, у скора 20 дней, у топсина 30 дней. Поэтому тут смотрите, какие у вас сорта, сколько дней вам примерно до созревания урожая. В этом году все, конечно, сдвигается, поэтому, в принципе, я могу и топсином, потому что я так подозреваю, что раньше, чем 23 августа у меня ничего не созреет. Хотя, ну, там обычно ранний у меня Алешенькин, он созревал обычно как-то пораньше, числу к 15, но в этом году я особо от него ничего не жду. Это Лора. Смотрите, после затяжного, ну как затяжного, в течение недели у нас был резкое похолодание, сейчас резкое потепление. Сейчас около 30 градусов. Вот такой у нас коллапс, такие качели. Как бы не понос, так золотуха. Ну вот буквально первый день жары, и смотрите, ягода уже подгорела. Это Каталония. Я, кстати, грозди не осветлял еще, к тому же. Их уже надо было бы осветлить. В этом году я не осветлял. И сейчас явно будет жара, и надо, чтобы лист прикрывал грозди, потому что вот такая песня будет, если это не сделать. Или натягивать какие-то сеточки. Осветление провожу каждый год. Скажем так, вот такие листики, самые первые, ну их можно, в принципе, удалять. Они ни на что уже, по сути, не влияют. Можно по чуть-чуть осветлять. Но где лист загораживает грозди, лучше оставить, чтобы было какое-то прикрытие для него. Потому что ягода будет гореть. Если температура будет в районе 28-30 градусов, ягода будет гореть, пока она зеленая, не созревшая. Как только наберет сахар, таких ожогов у нее уже не будет. Ну, тут тоже не угадаете, поэтому в любом случае с осветлением очень аккуратно. Я в этом году вот буквально самые нижние листики поудалял. В некоторых местах, в некоторых даже и не трогал. И где грозди, они прямо на солнце попадали, я их вот так вот туда запрятаю. И вот так листиком прикрываю, все. Более-менее рассеянный свет, солнечный свет, и ягода уже так гореть не будет. Во всяком случае не должна. Но если пару ягодок пригорит, ну что ж поделаешь, ничего страшного. Или натягивать какие-то сетки, гардины какие-то. Тот, кто сильно осветляет, потом, конечно, страдают, особенно на югах. У нас как бы горит крайне она редко, но и такое тоже бывает. По нормам, по дозам, в общем, если ревус, я раньше брал 6 мл по совету виноградарей. Немножко заниженная доза была и не справляется. Поэтому все-таки лучше взять 2 упаковки, 12 мл на 10 литров воды. Если скор 4 мл и топсин 15 грамм. Хотя он суспензия, но почему-то прописано именно в граммах. В общем, если будете брать топсин, выбирайте или топсин, или скор. Если из этих двух вариантов по срокам ожидания. И тот вариант хороший, но сроки ожидания у топсина подлиннее. Ну и защищает он подольше. Если попадется вот у вас такой листик, к примеру, особо не пугайтесь, это нехватка магния. Значит, на белых сортах такие вот полоски, они желтые, на темных сортах, на красных, они будут красноватые такие полоски. Это нехватка магния, не критично, в общем, подкармливайте. Это на Кишмише 342, кстати, никогда такого не было у него, чтобы не хватало ему. Но в этом году он что-то так психанул. Кто смотрел предыдущие видео, вот Аркадия, она совсем улюпасенькая была, вот начала потиху дуться. До смыкания гроздей ей, правда, далековато, она, конечно, созревает попозже, но уже многие начинают сорта смыкаться, поэтому хочу все-таки сделать сейчас обработку. Предыдущая обработка у меня была 2 недели назад. Ну, я, как правило, через 2-3 недели, бывает даже через 4 недели. Особенно перед цветением и после цветения. Бывают промежутки растягиваются, бывают вплоть до месяца. Не каждая химия это выдерживает, но в этом году более-менее нормально. Хотел показать, кстати, сейчас я ее найду. Одна ягодка была у меня. Сейчас, а вот, смотрите. Сфокусируемся.
Такой вот, я думал, это повреждение, но косточка появилась. Это называется показала зубы. Это явно пытался аидиум посягнуть на мой виноград. Но был, вот видите, прижгло его. В общем, двухнедельной давности обработка, она прижгла его. Хотя делаю все вовремя, но болезни, видите, они наступают. И если проморгать чуть-чуть, то можно, в принципе, подхватить нормальные болезни и просадить свой виноград, а потом лечить его. Поэтому обработки делать нужно профилактически системниками обязательно. Если контактниками, ну, будете после каждого дождя бегать и обрабатывать. Поэтому тут уже тоже смотрите, выбирайте сами. Ну, вот Алешенькин, смотрите, уже какие. Очень такой, ну, не плотный, но опылился шикарно в этом году. Просто шикарно. Я не припомню, чтобы он так хорошо опылялся. Кстати, ягодка вот тоже подгоревшая. Я не осветлял. Листья на месте. Вон, ниже грозди лист на месте, но он не попадает. В общем, немножечко ягодка начала подгорать. Ну, давайте еще дубовский розовый вам покажу. В общем, ягода начала дуться. Процесс идет, потеплело. Вот, все загородил. Попытался, вот я эти грозди порой даже прячу вот туда, за куст, чтобы солнце туда сильно не попадало, не прижигало. Все, спрятался, солнце сильно попадать не будет. Ну вот ягодки такие вот нехиленькие. Рост, в общем, пошел. Надежда ранняя в этом году меня не очень устраивает, кстати. Я ее всегда хвалил. В этом году она, мягко говоря, слабенькая. Ну, подождем. Может быть, еще стартанет сейчас. Сейчас потеплело. Наверное, все-таки чувствительно немножко к теплу. Холода, вот эти ночные 10 и ниже градусов, сделали свое дело. Ну, на финале приму Украины покажу. Вот эта тыковка подросла. Кстати, какими-то пятнышками покрылась. Ну, кстати, она везде такими. В общем, обработка была 2 недели назад. Ардан плюс Кор. И вот такое. Как бы все нормально, но немножко вид подпорчен. Все более-менее живое, нормальное. Элегант очень много, кстати, гороха в этом году. Очень много. Когда его искусственно допыляешь, он слишком плотный становится. Не допыляешь, он гороха накидал. Еще надо было немножко его все-таки вручную допылять. Так, спрашивали меня про прививки, кстати. Некоторые проснулись и пошли в рост. Ну как, они давно уже проснулись. Но я боюсь, что все-таки до нашей осени оно не успеет нормально вызреть лоза. Ну, посмотрим, что есть, то есть. В общем, прививки пошли. Мало того, что делал прививку поздновато, потому что у нас весна была холодная, затяжная, но и оно поздно стартануло. Но стартануло. Несколько прививочек, вот еще одна. Несколько прививочек, в общем, у меня пошли. По сути, они почти все пошли. Только вот эти получше, есть вообще такие очень слабенькие. Ну вот самая худшая прививка. В принципе, я думал, она вообще не пойдет. Но вот она буквально только-только пошла. Ну, от этого уже точно толка не будет. Ну, понаблюдаем. Так, это родное, а вот это прививочка. Посмотрим, что из нее будет. Ну вот, на утро прошелся у нас ливень приличный такой, хоть смочила почву, потому что когда рыхлил немножко землю, во-первых, кротовых нор очень много было, все прям проваливалось. Но и земля очень почему-то сухая, как ни странно. В общем, в любом случае, я обработку вчера сделал, перед дождями успел. Обработал где-то в 7 часов, а дождь пошел примерно, ну, ближе к утру, наверное. Часа 4 утра. Обработал, в общем, в обработку добавил Экосил 80 капель, антистрессовый препарат. Как бы вреда хуже точно не будет. И от аидиума я все-таки не Скор выбрал, а Топсин М. У меня как раз там остаточек в баночке был. Это оригинальный Топсин. На разлив брал со складчины. 30 дней сроки ожидания. Ну, теперь даже если созреть раньше, придется потерпеть. В общем, со всего участка вот нашел целые такие вот 3 ягодки. Это хороший показатель. Значит, все делаю правильно. Болезни все сдерживает. Обработки правильные. Ну, единственное, что надо теперь будет побеспокоиться, если будет очень жарко, защищать от солнца. Хотя листву я практически не удалял. Ну и смотрите, что с моим байконуром происходит. Вот такой у него рост. Это двухлетка. И смотрим, что здесь. Прямо под корень.
Я вчера только зарыхлил все это дело. Вот такая песня. Скорее всего, там и личинки майского жука. Соответственно, он там буйствует и делает невоздушные такие полости. Прямо ровненько под корень. Сейчас буду опять зарыхлять. Ну что, проверим, насколько глубоко он вошел. Вот саженец, вот ровненько вокруг него. Вот, опа, пошло. Короче, он полностью тут обкопал его, обрыхлил мне его. Ну, вроде под сам корень, насколько я могу нащупать, не пошло. Ну, во всяком случае, вокруг него он тут ходку точно сделал. Так что еще раз зарыхлю, попробую утрамбовать. Ну, я ж не смогу каждый день здесь находиться и контролировать его. В общем, ну, лучше крот пускай роет. Он, если бегает, он не просто так бегает. Значит, он ловит здесь живность. Значит, здесь мясистые, жирные, скорее всего, личинки майского жука. Потому что червей, он тоже ест. Червей он как таковых я здесь не вижу. А личинки майского жука у меня по участку их валом. Так что я думаю, он, скорее всего, его гоняет. Хотя, когда я посадил, я подсыпал медвитокс. Это как раз от этих вредителей, от медведок, от личинок майского жука. Но, видимо, не особо сильно помогло. В общем, крот их всех тут гоняет. У меня это почти под каждым кустом такое. Единственный вред от крота, это то, что он может просто оставить пустые там пространства, и корни будут висеть в воздухе без земли. И начнет усыхать. Ну, коронка загнута, я смотрю, рост вроде пошел, потому что она вообще стояла колом. В общем, будем еще наблюдать. Ладно, народ. В общем, не печальтесь. Лето, конечно, так себе, но в любом случае что-то будет. Поэтому всем хороших урожаев, всем удачи, пока.